Приветствую! Сегодня у нас погружение в одну из самых, пожалуй, мрачных и масштабных историй финансового мира. Афера Берни Медоффа. Да, у нас есть материалы, которые отсылают к фильму «Лжец великий и ужасный». Он как раз рассказывает о его жизни, о его многолетней махинации. Информация довольно сжатая, но зацепки для анализа дает. И наша цель сегодня, разобраться в сути. Кто такой был Берни Медофф, как ему удавалось так долго, десятилетиями вводить всех за нос, и к чему все это привело, к каким последствиям. Давайте начнем разбираться. Итак, фигура самого Медоффа. Вот в наших материалах он назван предпринимателем. Но это как-то, слишком мягко, что ли. Речь ведь о создателе самой крупной схемы Понзи в истории. Самой крупной. Сам факт уже поражает. Да, и здесь, наверное, важно сразу уточнить, что такое эта схема Понци, ведь именно она и была в основе всей аферы. По сути, это финансовая пирамида. Доходы ранним инвесторам там выплачиваются не из реальной прибыли, вовсе нет, а просто за счет денег, которые приносят новые вкладчики. И такая система, она, естественно, обречена на крах. Как только поток новых денег иссякает, все рушится. Понятно. То есть деньги просто перекладывали из одного кармана в другой и создавали видимость дохода. Именно так. Но самый ключевой момент, и это отмечается в наших источниках, это маскировка. Медофф ведь не действовал как типичный создатель пирамиды, который обещает какие-то, нереальные проценты. Его схема была замаскирована под такой, респектабельный, элитный инвестиционный хедж-фонд. Он себя позиционировал как гуру с Уолл-стрит, предлагал стабильную доходность, да, не заоблачную, но стабильную. Хедж-фонд. Звучит так солидно, сложно. Это, получается, и был его главный козырь? Совершенно верно. Хедж-фонды — это ведь инструменты для таких искушенных, богатых инвесторов. Их стратегии часто очень сложны, непрозрачны для широкой публики. И Медофф как раз использовал эту ауру эксклюзивности. Люди ему верили. Не только из-за обещаний стабильного дохода, но и потому, что он был частью этой финансовой элиты. И важно помнить, это подчеркивает его статус, Медофф был одним из основателей NASDAQ и бывшим председателем совета директоров. А это, на минуточку, вторая по величине фондовая биржа в США. Основатель NASDAQ. Ничего себе. Это, конечно, давало ему просто невероятный вес и доверие. Выходит, его репутация была едва ли не главным активом вот в этой мошеннической схеме. Что там на рынке происходит. И вот эта видимость стабильности была невероятно привлекательна, особенно для тех, кто искал такую тихую гавань для своих капиталов. Понимаете, он не обещал удвоить деньги за год. Нет. Он обещал нечто более ценное в глазах многих – предсказуемость, защиту от рыночных бурь. Но как же ему удавалось поддерживать эту иллюзию доходности? Так долго, столько лет. Ведь реальных сделок, которые приносили бы прибыль, их же, видимо, не было. Или было недостаточно? Наши материалы не вдаются прямо в мельчайшие технические детали, но общая картина, в общем-то, ясна. Вместо реальной торговли он, по сути, фабриковал отчеты для инвесторов, просто выдумывал их. Клиенты получали регулярные выписки со своих счетов, и там все красиво, стабильный рост вложений, а цифры были просто нарисованы. Он полагался на постоянный приток новых денег от новых клиентов, чтобы иметь возможность выплачивать тем, кто хотел свои деньги забрать. И пока деньги текли рекой, пока запросы на вывод не превышали поступления, схема работала. То есть все держалось на доверии, да? На репутации. И на постоянном притоке новых жертв. Удивительно, что никто раньше ничего не заподозрил так долго. Подозрения-то были. На самом деле были. Известно, что были и аналитики, и журналисты, которые задавались вопросом, а как Медоффу удается показывать такую стабильность, игнорируя рыночные спады. Были и обращения в комиссию по ценным бумагам и биржам США, в СЕК, но его репутация, вот эта сложность созданной им видимости и, возможно, недостаточная настойчивость регуляторов или координация, все это позволяло ему выходить сухим из воды. Он был просто мастер в создании фасада легитимности. Да уж, мастер. И вот мы подходим к краху. Источник упоминает очень суровый приговор. 150 лет тюрьмы. Это же максимальный срок, который вообще был возможен по обвинениям. О чем говорит такая цифра?
Но он отражает не только юридическую оценку его действий, он отражает колоссальный масштаб ущерба и, конечно, общественный гнев. Ущерб оценивался в десятки миллиардов долларов. Точные цифры немного разнятся, но речь идет о суммах порядка 50-65 миллиардов. Это бумажные потери, понимаете? То есть та стоимость, которую показывали вот эти фальшивые отчеты. А реальные потери инвесторов – около 18 миллиардов. Десятки миллиардов. Но ведь за этими цифрами стоят реальные люди, реальные судьбы. Вот в источнике используется фраза «печальное наследие, разорение и предательство». Очень сильные слова. Что за ними скрывается? Да, это очень точная характеристика. Разорение – это ведь финансовая катастрофа для тысяч людей. Тысяч. Среди его клиентов были не только очень богатые люди, знаменитости, были и обычные пенсионеры, рабочие, которые доверили ему все свои сбережения. Пострадали благотворительные фонды, университеты, пенсионные программы. Многие потеряли все. Оказались буквально на грани нищеты. Люди лишились домов, возможности оплачивать лечение, образование детей. Это страшная история. А предательство? Это, видимо, уже не только про деньги, да? Именно. Предательство – это про разрушенное доверие. Медов ведь часто привлекал клиентов через социальные связи, семейные, через еврейскую общину, например. Он создавал такое ощущение закрытого элитного клуба, где все свои. И он для многих был не просто финансовым советником, он был другом, почти членом семьи. И вот он предал это доверие самым циничным образом. Это был удар не только по кошельку, но и по человеческим отношениям, по вере в людей, в принципе. Да, источник как раз подчеркивает, что крах принес разрушение не только инвесторам, но и его собственной семье. Это тоже часть этого печального наследия. Безусловно, крах империи Медов стал огромной трагедией и для его семьи. Его сыновья, Марк и Эндрю, они ведь работали в легальной части его бизнеса. И, как считается, они не знали о мошенничестве в инвестиционном подразделении. Именно они и сдали его властям после того, как он им во всем признался. Это, конечно, привело к полному разрыву внутри семьи. Марк Медов, он покончил с собой через 2 года после ареста отца, а Эндрю умер от рака несколько лет спустя. И он винил стресс от скандала в рецидиве болезни. Жена Медова, Рут, она потеряла не только мужа и состояние, но и оказалась в полной социальной изоляции. Сам Берни Медов умер в тюрьме в 2021 году, так что да, разорение и предательство коснулись его самого и его близких. Самым прямым образом. Как жажда наживы, построенная на обмане, она просто разрушает все вокруг. Жизни, семьи, доверие, репутации. И как долго может существовать вот эта иллюзия, поддерживаемая респектабельностью и, возможно, молчаливым согласием тех, кто просто не хотел задавать неудобные вопросы. И что здесь особенно любопытно, если взглянуть на картину в целом? Сам факт, что схема работала десятилетиями, прямо под носом у регуляторов, под видом совершенно легитимного хедж-фонда. Это поднимает очень серьезные вопросы о финансовой системе как таковой. Насколько она вообще уязвима перед лицом такого изощренного мошенника с безупречной репутацией. Как вот эта видимость успеха, стабильности может ослеплять не только инвесторов, но и надзорные органы. Ведь крах схемы Медофа произошел только во время кризиса 2008 года, глобального финансового кризиса, когда инвесторы массово побежали выводить свои деньги, и у Медофа просто не хватило средств для выплат. Физически не хватило. То есть, если бы не кризис, он мог бы продолжать еще дольше? Ну, трудно сказать наверняка, но кризис определенно стал катализатором, да. Он просто обнажил то, что было скрыто годами. И это подчеркивает, насколько все взаимосвязано в финансовой системе и одновременно хрупко, и насколько важна не только регуляция, но и, скептицизм, критическое мышление со стороны самих инвесторов, даже когда речь идет о самых уважаемых именах. Итак, давайте подведем итог нашему разбору материалов о Берни Медофе. Какой главный вывод можно сделать? История Медофа – это не просто криминальная хроника, совсем нет. Это такая многослойная драма о доверии и предательстве, о соблазне легких стабильных денег, о слепоте перед лицом авторитета, респектабельности.
Она показывает, как один человек, используя свой статус, свой изощренный обман, смог построить карточный домик стоимостью в десятки миллиардов долларов. И под обломками этого домика оказались погребены судьбы тысяч людей. Да, вот эта фраза из источника «печальное наследие разорения и предательства» — это, пожалуй, самая точная эпитафия для всей этой истории. Она служит таким вечным напоминанием о темных сторонах финансового мира и о том, как важно сохранять бдительность и здравый смысл. И вот, знаете, мысли для размышления, которая вытекает из всего нашего обсуждения, учитывая, что эта гигантская афера привела к полному краху не только для инвесторов, но и для самого Медофа, для его семьи, тюрьма, смерть, разрушенные отношения. Что на самом деле стоит вот такой успех? Успех, построенный на лжи. Какова истинная цена такой победы, если в конечном счете она уничтожает все, включая и самого победителя –